Третий этап у нас. Очень много участников в нашем классе. Не очень много, но много для этих соревнований. И все хотят на первое место, и все готовятся, и все едут хорошо. Трассы я не знаю, я сегодня не смог приехать на тренировку и награждение. Поэтому будем ехать, как обычно, с лету, ничего не знаю. Хорошо, что вообще приехал на этап, потому что я болел целую неделю, никаких подготовок. Довольно-таки сильно, блин. И еще до конца вообще не восстановиться. Просто поехал, потому что мне нужны очки, так как я борюсь за чемпионат. За первое место в чемпионате.
дали зацеп, спасибо им. Конечно, без борщей не обходится. Наши конусы любимые. Это прямая, что ли? Че вообще дорога? Вот что значит, когда типа не знаешь дороги. Чё за... Ладно, друга нет. Едем где хотим. Ну это, собственно, вот так. А, это даже еще не она. И при всем при этом мы едем за движом. Зацеп, потому что очень суперский. Единственное,
вообще не понял, как я приехал через конус, очутился пойми где. Классная дорога. Поехал неплохо, но как всегда находится какой-то участок, в который ты упрешься по какой-то причине. Масло 102, все. Зацеп был шикарный, но мало. То есть я 2 раза вылетел лишь потому, что я ехал хорошо, я чувствовал зацеп, и в какой-то момент просто вот доля секунды зацеп теряется, вылетаешь в море. В силу того, что я без тренировки, то есть я трассы не знал, я ехал быстро, ехал за рейнджом, я его догонял. Потом вот этот участок, где непонятно стоят конусы, как всегда организаторы могут начудить. Или маршалы, я не знаю, кто это делает. Непонятно было, влево или вправо. 2 дороги. Одна уходит направо, другая прямо. Я поехал прямо через конус. Все. Это меня и выбило. Соответственно, там сразу разворот. Но это не разворот, меня просто вынесло в море, я вернулся на дорогу, конуса я не сбил. Время потерял. Дальше еще где-то вылетел, потому что потерял зацеп. Ну и все. Телефон. Так, ну-ка, давай-ка. Так, после того выхода, получается, выхода после того. Вот где-то. Что там, Рэнш уснул? Там нет никого. Так, это убрали. Убрали, это отключили. Это сюда, это сюда. Это я не включил. Типа едет быстро, да? Он даже очень... Так, кто остался там? А, ну Рейндж остался. Он там конусы шип. А это выход на прямик, да?
я еду 30. Еще раз ключ. поставилась классно, я все испортил. Бонусов накидали просто кучу. Так, рейндж подходит к тому месту, где мазин.
что, я вроде как пришел в себя. Проехал аккуратно и быстро. Так, погранично. Можно ехать быстрее, но надо быть более реагировать на все эти повороты, на все изменения ситуации. Но я пока не в той кондиции, не могу я на это. Я проехал средненько. Не знаю, что по времени, сейчас посмотрим. Но Ренджа я догнал. Посмотрим, что соперники. Напомню, мне отыгрывать более 20 секунд в который раз. Ну, в этом есть свой азарт, но посмотрим. По крайней мере, сейчас я вспомнил свои былые успехи. Там еще кто-то кого-то догнал. Kia догнала X-Trail. Кстати, сегодня настолько холодно, где-то минус 15, наверное. По ощущениям у нас минус 25, как всегда. И температура масла не особо греется.
попал в створ. Финиш. Не докрутил машину, так сказать. Рыкс меня догнал нормально. Ну еще можно лучше, видишь, я кое-где боюсь. Вот эти точки газ-тормоз, я чуть раньше я это все делаю. Можно было бы чуть позже. Этот финишный поворот там тоже можно топить, но я побаиваюсь. Уже там дров наломать можно конкретно. Ты ж прикинь, если ты в правый затяжной входишь на скорости, не удержался в нем, тебя вынесет в левую сторону, а там загогулиный финишный створ. Так, ну зацеп хороший, если ты, конечно, в него попал. Итак, у нас сегодня на первом месте в нашем классе Subaru Forester SJG The Restyling. Он приехал на гонки, я так понимаю, только второй раз. Первый раз он приехал, у него была резина Dunlop какой-то, по-моему, 2014 года. Очередное доказательство того, что год резины, особенно зимний, играет очень важную роль. Так что многие, что там не говорили бы, мне даже попадались такие консультанты по продаже шин, которые говорят, да, год резины не важен, даже не бананы. Думаю, ну да, удачи. Ну вот. Он приехал на старом Данлопе, и он был последним. На видео даже, которые снимали, видно, он просто не попадал в траекторию, он ехал где-то по морю. На этот этап он приехал на новой резине, китайской резине взял, угадал. Причем он ее взял, как я понял, вынужденно, потому что не было других размеров, и бюджет у него был ограничен. И каждый позволит себе выкидывать там много денег на Bridgestone. Соответственно, неожиданно, с самого первого заезда он на первом месте в нашем классе. И вот уже прошло 3 заезда, во всех 3 он показал лучшие времена. Ну что я могу противопоставить? Первый мой заезд: наварил борщей, улетел 3 раза, не знал трассы, возможно, мог бы показать где-то время рядом с ним. Второй заезд: он проехал быстрее, потому что он знал трассу, а я старался привыкнуть. То есть он опять быстрее. Ну и третий заезд, у нас время одинаковое. То есть я кое-где в одном месте, где я проезжал хорошо до этого, я там допустил ошибку, и у нас время примерно одинаково. Он обошел меня на 0,2 секунды, там что-то такое. Ну то есть, в принципе, наравне можно ехать, если сосредоточиться. У меня сосредоточиться не получилось, потому что я болею. Мне не до сосредотачивания, мне как бы дотерпеть до конца гонки и поехать домой дальше лечиться. Приехал сюда только лишь потому, что надо набирать очки. А если ты пропустишь этап, то между тобой и твоим там преследователем образуется большой разрыв. При условии, что он будет все время приезжать, а ты будешь там где-то пропускать из-за болезни или еще из-за чего-то. Ну вот, о чем эти все 3 минуты разговора. О том, что какая все-таки удивительная машина Subaru Forester в кузове SJG. Как бы там ни рассказывали, что новые Subaru, свежие Subaru, они уже не те, бла-бла-бла. И то вот эти специалисты в Subaru, которые уже не те, они сначала начали обсуждать в свое время Forester SH, что он уже не тот. Потом SGSF сгнили, они пересели на SH, стали говорить, что SJG не тот. Теперь они добрались до SJG. Говорят, что SK не тот. Это яркий пример того, что берешь свежую резину зимнюю, свежую Subaru, свежую, относительно свежую, и легко, безопасно и быстро ей можешь управлять в тяжелых погодных условиях. Не просто управлять, а еще получать кайф от управления машиной. Ну, если ты научишься ей, конечно, управлять, то она будет послушна. В ноль.
Так, в общем, у меня второе место. Тратил я за сегодня, за трек-день, так сказать, 15 литров. Вот форик черный едет, он на первом месте. Новой китайской резине. Потратил я сегодня 15 литров на весь день. Это поездка от дома до трека. 4 проезда по треку. Постоянно работающий мотор. В целях обогревать салон, потому что сегодня очень холодно. Вот, кстати, Audi. Я такую хочу купить, но что-то она не показала вообще нифига. Хотя у нее резина, которая нужна. За сегодня я не выходил из машины ни разу, потому что на улице нереально холодно. Я не знаю, как у меня выглядит машина сбоку. Ну, плюс я болею, у меня нет желания смотреть на состояние дисков, колес, гаек и так далее. Я просто еду до дома и все. Все тут не застыло. Все оставшиеся люди, кто там колеса переобувает, кто чего, кто просто делится эмоциями. Ну, в общем, день закончен. Так классно. Мы его сегодня провели. Ну, для меня не совсем классно, потому что я боролся, так сказать, со своим состоянием. При этом надо было мне не ударить грязь лицом. Ну, естественно, я в нее ударил сразу же на первом заезде. Но потом выжил максимум для себя из того, что можно. А не может, не радует. В общем, если у вас что-то не получается, боритесь до конца. Сегодня мне стоило неимоверных усилий приехать на этап. Весь мир был против меня, вся вселенная, включая мой организм. Мой организм истощен. Я дотерпел, и все, теперь я еду пополнять свои жизненные запасы, так скажем.